Река Тара-Сала, по которой я иду вверх, вдруг как-то резко вышла из крутых лесистых берегов на широкие каменистые просторы. Теперь она не петляет так сильно, как раньше, часто разбивается на протоки, долина ее распахнулась. Вот что мне встретилось. Следы лошадей-то часто были, а тут еще следы сапог. Видно, коневоды или оленеводы где-то здесь недалеко стоят. Заканчивается еще один день пути наверх к горам. Тяжело идется, но здесь уже пошли большие разбои русла. В принципе, дорога стала более простая. Очень частые броды, но они уже не такие сложные, как раньше. Думала, мне почудилось ржание. Нет, вон лошадки. Интересно, человеком они или нет? Да, сегодня у меня стояночка с видом на наледь. По открытым пространствам. Шла, широкое ложе было вытаившей наледи, а вот здесь вот она еще не растаяла. И встать практически негде. Широкая долина здесь. Ну, вот такой небольшой здесь язычок лиственничника у чахленького. Но ничего, тут встану. Более-менее. Вот вон какая долина. Вся голая. Временами куски наледи отламываются с таким пушечным грохотом, я даже ночью несколько раз просыпалась. Оседают льдины. Вон маленькие льдинки плывут, сейчас только взрыв был. Шевелится, живет наледь. Утки ночью прилетали. Покрякивали тут. Да, река Тара-Сали так и называется, в честь наледи. Тарын — это наледь по-якутски. Но, судя по карте, основная наледь будет еще там, наверху. Вот какой проход. Речка проделала наледи. Один из проток. Он полосатый. А комары, они вездесущие, они даже здесь рядом с наледью летают.
Красотища! Пришел ко мне усатый, не хочет, уходить. Ушел. Широченная долина распахивается. До перевала еще порядка 40 с лишним километров. Здесь опять остатки наледи. Голое пространство каменистое. Вот и Мишка. Хорошо тут. Фу, еле дотянула до обеда. Что-то так жарко идется. Вот сейчас ветерок подул. Но это хорошо, потому что если бы не солнышко, если бы не сухая погода, здесь все было бы залито. Это все, вот эти все коряги, корчи принес сюда поток. Когда шли дожди, таяли снега. И сейчас путь чист вверх. Нескончаемый путь через протоки и по сухим галечниковым песчаным руслам. Не песчаным, а таким земляным. Разбежавшаяся на наледной поляне речка снова собирается в одно русло более-менее. Да, местами стало ее не просто переходить речку. С утра горы еще в большей дымке от пожаров. Вообще не видно гор вчера. Откуда я пришла? Вот там были горы. Вот моя стояночка на таком несколько высоком относительно голых галечников берегу. Чезеневой рощицы. Такая ровная площадочка хорошая. Разрезанный лесок. Здесь не так душно было. Хоть чуть-чуть, но протягивает воздух. Так вообще безветрие стоит полное какое-то. Солнышко в дымке. Вот мой путь. Можно идти по сухим руслам дальше. С одной стороны вон речка течет, моей косы замытые. С другой стороны вот сухое русло. Горы, где вы? Так, вот и пресса подоспела. Тут на галечнике. Чего только не встретишь. Вот здесь какая ширь раскрывается. И на правом борту долины даже гор не видно. А тут где-то в 4 километрах впереди озеро с Собакой.
Наледь тут образовалась, на карте не отмеченная. Начались вот такие тундровые лужайки с редкими ивами, с еще более редкими лиственницами. О, здесь уже приятно идти, а то по камням уже надоело. Чтобы не переходить брод, да куда этим бережком, заросшим лесом. Вон здесь сегодня Мишка щейки пасся, разрывал. А вон здесь сколько сочных стебельков ему припасено. Да, картинка, конечно, зловещая. Горы в дымке. Солнце красное. Гнетающая немножко действует атмосфера. И гарь стоит, все время и дышишь. Ну, она такая, не очень сильная, но чувствуется. Моя стояночка у единственного высокого дерева ивы. Посреди безжизненных просторов, голых галечников. И куда я иду? Впереди сплошной дымовой туман. До перевала еще 20 километров примерно. Ничего не видно. Вокруг должны быть высокие горы. Вот только ближайшие просвечиваются. Ну надо же. Вот такая погода. Тут во время пожаров в августе бывает. Вот я в тундровой зоне, здесь отцветает ива. Горы в тумане, впереди наледь. Большая наледь Тарын-Сала. Тары-Сала. Вступаю в ледяное царство. Похоже, придется идти по наледи. Она лежит в широкой долине, меж хребтов зажата. И проходов я не вижу. Русла наледи. Но лед не такой уж толстый пока. На ледниках бывают трещины, а в наледи бывают промоины. Ну, пойду аккуратно, а что делать-то? Делать нечего. А надо сказать, по наледи-то идти неплохо. Жестко. Вот такие вот только попадаются. Ну, не то, что промоины, но они тоже держат. С них потом только вылезать труднее на более крутой участок, да? Ну ничего. О, отлично. Я думаю, выдержит меня наледь. Пойду по толстому участку. Километра 2, наверное. Здесь есть проход. Вот у меня самое русло. Непонятно. Есть там дальше проход. Сейчас проверю без рюкзака. А то, может, он там кончается впереди.
Да, толщина льда здесь около 1,5 метров, может чуть больше. И если дальше будет тупик, то отсюда и не залезешь на эту наледь снова с рюкзаком. А наледь-то все толще и толще. Где 3 метра, но здесь опять снижается. Все, там вдали видно, что проход есть, можно идти с рюкзаком. Вот среди наледи живописный. И вроде есть проход впереди. Так что пройду. Большая наледь Тарын-Саала осталась позади. На обед раз баранка и 2 баранка. Вот так вот. Вот это, конечно, лучше. Вышла я на высокогорное пастбище. Здесь уже высота порядка 1000 метров. И хорошие пошли годи для выпаса. И вот здесь, похоже, стоянка была. Сейчас пока не вижу ни людей, но следы только вот лошадей видела вдали. Где-то пасутся здесь. Сегодня солнышко в этих дымке, но уже не красное, по крайней мере желтое оно. Эх, какая бы здесь красота была без дыма, но ничего не поделаешь. Заготовочка на вывоз. Ха. Вот. Так вот. Вот и олени следы. Может, все-таки оленеводы где-то здесь. Было бы здорово встретить людей.
тяжелом на маршруте бывает однообразие. Вот уже третий день, наверное. О, лошадь. Куропаточка. Ну вот, вот вам и разнообразие. Только пожаловалась, как что-то появилось. Ой, на самом деле, конечно, когда вот так вот по гальке идешь, уже третий день не пишу дневник, потому что одно и то же все время. Широкая долина часто, протоки сухие и мокрые. И вот такая дымка. А ведь я подхожу, надо сказать, к самой высокой части Верхоянского хребта, к его горной цепи Арулган. И именно здесь находится самая высшая точка Верхоянского хребта всего Заполярья. 2409. Ну вот подниматься сейчас на нее, что я с ней увижу, но все равно надо ходить. Вот, а окрестные горки здесь сейчас 1400-1500 метров. А высота, в которой я сейчас иду, около 1000, как я уже говорила. И от поселка Батагай-Лыта где-то 500 метров набрала, так незаметненько. Прошла уже больше сотни километров. О, белочка. Чернобурочка. И здесь все русла пересохли уже. Даже на обед уже боялась, что не найду воду. В ботинках иду уже. И вот опять кусочек русла с водой появился. Вода просто из-под гальки пробивается, а потом опять уходит на небольших участках. Мне до перевала-то еще километров больше 10, наверное. Ну вот и речка появилась на сужении долины. Здесь уже так легко идется, очень быстро иду, потому что практически сейчас было без бродов. Ровный галечник. Да, вверху долины Тарасали. О, какие пошли луга. И дорожка здесь идет, даже колея. Видно, проехала машина, следы видны были в песке, который сопровождал стадо. О, а бревно-то я не приметил. Иду по следам, думаю, где стадо? А, ну вон оно. Хоркают олешки. Ну, значит, и пастухи где-то. Лихо управляется. Как приятно снова слышать хорканье.
3 пастуха. 3 увидела. Сегодня я наметила дойти до начала вот этого распадка. Это ручей Дуамакс. Он ведет к вершине самой высокой Верхоянского хребта. И надо же, здесь как раз стоит бригада оленеводов. Как мне везет, елки-палки. Вот подхожу к лагерю. Лошади идут на подходе. Там вон. А там сзади стадо уже подтягивается. Ну, прям в тундру я попала. Ну, улыбайтесь. Ох, чем меня угощают. Это чай с молоком оленя. Первый раз такое пью. Никогда в жизни не пробовала. Молоко оленя. Я вообще сегодня первый раз увидела, как на олене человек ехал. Правда. Правда. Да, снимала. Латка. Итак, я попала в бригаду оленеводов. Меня очень радушно встретили, предложили ночевать в пустой палатке с печкой, которая служит баней. Я все-таки решила жить в своей палатке, так удобней. В бригаде 10 человек. Все говорят по-якутски, а так по предкам тут и якуты, и ивены, все смешались. Но по-ивенски уже никто не разговаривает, этот язык забыли. Роман – главный бригадир. Поголовье стада стараются увеличивать. Раньше, при Советском Союзе, как сказал мне еще в поселке Батагай-Лыта глава администрации Гаврил Гаврилович Горохов, общее поголовье всего совхозного стада района насчитывало 24 тысячи голов. В 90-х годах стало 7 тысяч, в 2007-му 10. Сейчас 14 тысяч. Еще 10 тысяч надо дорастить, говорит он. Зоя – главная хозяйка стойбища. Ее младшая дочь по имени Гудье, в переводе «любимая», работает в бригаде пастухом. Зоя – потомственная оленеводка. Здесь испокон веков были угодья ее семьи. Ее мама кочевала тут еще на оленях. Позже для кочевки стали использовать и лошадей. Теперь в бригаде есть еще и ГАЗ-66. Удивляюсь, что машина без номеров, но до поселка она и не доезжает. Нужна для перекочевки здесь, в тундре. На стоянке 4 больших палатки. Они сшиты из брезента, а сверху, для большей надежности, накрыты ПВХ-материалом от старых рекламных баннеров. Только палатка бани не накрыта сверху усилением. Лошади здесь на вольном выпасе. Чтобы они далеко не уходили, каждое утро их приводят обратно на стоянку. А чтобы было легче найти, на шее у них у лошадей висят колокольчики.
Оленю молоко. И сколько вот так получается с надоя? Надуем? Да. Ну, совсем малюсенькая. Молоко-то жирное, вот поэтому и маленькая доза-то. А. О, сколько? О, совсем чуть-чуть, но 8%. Ясно. И их надо поймать каждый раз, да? Только и получается. Заниматься надо. Так просто не даются. И у них сейчас телятки, да? Да. А осенью, когда взрослеют телята, молока не будет. А, тут они дергаются из-за овода. А так вроде не летают, А там внутри линии. уже личинки, да, там. Да? Да, личинки оводов развиваются под кожей, грызут оленя изнутри и досаждают его этим больше всего. Вот какая у меня гостья. Мы вместе варим кашу, да? Как тебя зовут? Куней, Кеней? куней. Кеней. Понятно. На олене ты не умеешь ездить? А я не вообще не хочу. Понятно. Связь, рация Ну да. с соседними бригадами. Пиканами? Угу. Какой пиканом? С соседними бригадами, которые тоже кочуют сейчас. С оленями. Соседи? Соседи. Соседи, бери так. Аласың bir намыска істебен тоғыны. Кто это такой? Аласың bir. Кеней в переводе солнечная. Самая активная и любознательная. Кеней 4,5 года. И кочует со всей бригады она уже давно, с младенчества. Что там? Это вот троит. Склад продуктов, наверное, не надо трогать. Ну, маленький. Раньше в бригаде, пока не сломался, был телевизор. Теперь вечером, когда заводят движок, все смотрят фильмы в общей палатке на ноутбуке. В один из вечеров для меня даже специально поставили фильм про Амундсена. Полдня старт стоял на одном месте, вот носоглот не дает им нормально пастись. А ближе к вечеру, когда спадает жара, их гонят на выпас оленей. Младшая дочь Зоя. Здесь, в Верхояне, не такие обширные пастбища для оленей, как, например, на Чукотке. И стадо не перегоняется с места на место слишком часто.
На одном месте бригада может стоять больше недели, а стадо несколько раз гоняют вокруг недалеко, возвращая каждый раз обратно. Острые кончики оленьих рогов отпиливают, чтобы они не поранили друг друга. Какие классные у тебя самодельные носочки, чижи. Кто тебя, бабушка шьет? Да? А? Это палатка, баня. Карден называется? Карде. Карден, кожа. Для Выделки шкуры, кожи. такие мелкие зубчики. Да. И старинное это орудие. Ну, конечно, старинная. Это передается Это маме. мамина, да? То есть ему сколько уже лет? Не, это не кованое, это из косы делают. Коса. Понятно. Мне кажется, зубчики делаются. Ясно. Оно не должно быть такое острое. Ага. На веревочках, да, Саня? Да. Уже современные, да? То есть Все ко- такие же. кожаные уже не совсем используются. Тоже брезент или нет? Это брезент, да. Ага. А вон кожаный. Вот. Ой, здесь рога, да, Да, использованы? это специально делают. А вот он, натуральный. А, это вот, это из кожи уже, да? Какие хорошие, мягкие седла. У вас, смотрю, все женщины тоже скачут. Ты подрастешь, тоже будешь? Итак, отдохнув денек в стойбище оленеводов, я отправляюсь на гору Доммах. Это высшая точка Заполярья и вообще высшая точка Верхоянского хребта. Она лежит отсюда, примерно в 12 километрах, вон в том распадке. Он сейчас задымлен, плохо видно. Вот здесь вот на Тара-Сале стоянка оленеводов. И вот по ручью Доммах, если пройти наверх, вот эта вершина 2409. Здесь она никак не называется, но имеет название Доммах. Или, как говорят оленеводы, как вот мне Зоя сказала, они говорят Доммак. Гора в переводе с местного седло шамана. Пользуется недоброй славой. Чтобы взойти на нее, надо получить благословение богов. Посмотрим, удастся ли мне зайти на нее. Перед входом в распадок широкая тундровая долина. Отличный выпас для оленей. Ровное поле. Захожу в ущелье, здесь она еще пока широкая. Голубика и березка уже поменяли свою окраску. Осень наступает. Выше по долине появился ручей, а там внизу уже ушел под гальку. Что тут есть? Слоистые какие-то камешки. Кто бы мог подумать, там внизу, где все высохло, что здесь будет вот такой поток. Я иду в ботинках, уже по колено мокрая. Все время приходится переходить то на одну, то на другую сторону этого ручья. Самых это ручей Доммах
В его верховьях лежит гора. Вот пока я не знаю, видно ее или еще нет. Непонятно. Лопаточки. Не боятся. Снег начинается. Путь мой лежит туда. Вот такой тут ручей. Здесь еще более-менее широко течет в ущелье. Середина сужения, и там уже прям, похоже, из подснежника ручей выбивается. Да, очень непредусмотрительно я не взяла сапоги. Это, похоже, конус выноса лавины вот из этого кулуарчика. Дальше опять все бесснежно. Ох, какая там снежная арка. И здесь вот тоже забито снегом. Думаю, безопасный проход здесь будет вот справа, поверху снежника. А вон уже пик какой-то торчит. Да, вот тут, пожалуй, мне не пройти. Опасно. Дальше водопад. Да, тут все может обрушиться. Не пойду. Это реально опасно. Сюда уже залезала, он ножом ступеньки немножко вырубала. Ну а здесь-то еще ничего. Вот, ну это вот вниз по долине. А дальше страшно. Вот такой снег здесь. Возвращаюсь, ничего не поделаешь. Мрачное, конечно, ущелье, так здесь все ревет, шумит. Рисунки на камне, жилки. Вот какой. Вот я на слиянии 2 ручьев Долмахов. Возможно, надо было подниматься вот поэтому. Может быть, здесь и проще, не знаю.
И вон просвечивает вершина сквозь облачную дымную. Похоже, это и есть, или где-то за ней, Дамас, седло шамана. 2409, высшая точка Заполярья российского. Вот я вернулась на стоянку. В открытом месте, на последних кустах реки. Дальше там есть впереди еще кустарник. Вот здесь 4 километров перевал на Суболох-Маян. Итак, за первые 11 дней путешествия из поселка Батагай-Алыта я поднялась против течения вдоль реки Улахан-Сакрыр, или, как она еще в верховьях называется, Тумара. Здесь в нее впадает Тара-Сала, но по расходу Тара-Сала больше, чем Улахан-Сакрыр в этом месте. Дальше поднималась по реке Тара-Сала, или Тара-Сале, до самых ее верховьев. И вот здесь вот хребет Арулган, это высший хребет Верхоянского хребта, высшая горная цепь в Верхоянском хребте. Сюда идет ручей Думмах. И вот эта точка, которая вот на этой карте никак не обозначена, это высшая точка не только Верхоянского хребта, и не только российского Заполярья, а всего, в общем-то, Евразийского континента. Высшая точка 2409 метров. А вот на карте почему-то 2283 только обозначено. И вот я попыталась сделать восхождение на эту гору, но пришлось вернуться. Дальше меня ждет перевал на реку Суболох-Маян и сплав по ней, там порядка 400 километров сплава. А это пяток, а это моя пяточка. И это. Здорово.